Привет всем! В чем разница между файлами .blend1 и условно говоря cube1.blend? Ну, если попросту говорить, коротко говоря, в способе и порядке сохранения. Допустим, у нас есть вот такой файл, который мы хотим сохранить. Что мы обычно в таких ситуациях делаем? Ctrl-S, диалоговое окно. Вот выбираем папочку Save, например. Save Blender файл. И у нас появляется в этой папочке untitled.blend. Например, мы работаем дальше с нашей сценой, добавляем какой-нибудь объект. Отодвинем чуть-чуть. И решили сохранить изменения. Опять же, Ctrl-S. И в папке, в которой мы сохраняем, у нас появляется еще один файл, обозначенный untitled.blend1. Теперь у нас получается последняя версия, которую мы сохраняем, последняя версия файла, она находится слева. Untitled.blend, без порядкового номера. Это последняя сохраненная версия. Blend 1 это бэкап предыдущей версии. То есть слева у нас самая последняя, и направо мы двигаемся в прошлое. Количество файлов, которые Blender может бэкапить, может быть не одно, а больше. Заходим в настройки, Edit, Preferences, Save and Load, сохранение и загрузки. И в категории Save Versions, сохраненные версии, мы можем регулировать количество сохраняемых версий. Я вот сейчас выставил тут 5. Можем поиграться чуть-чуть. По Ctrl-Save до 5. Ну, не обязательно до 5. По умолчанию стоит одна сохраняемая версия предыдущих файлов. Чтобы увеличить, нужно специально заходить и регулировать. И вот мы видим, да, что у нас появились дополнительные сохраненные файлы. Самая последняя версия остается слева. Предыдущая это 1 и так далее. Вот сейчас вот Blend 3 это самая первая версия файла, которую мы сохраняли. Как сохраняются файлы, условно говоря, cube1.blend? Это называется замещающее сохранение. Save Incremental. Замещающее сохранение. Горячие клавиши Ctrl-Alt-S. Давайте удалим вот эти вот бэкапы. Delete. И делаем Ctrl-Alt-Save. Ctrl-Alt-S. Видим, что у нас появился файл, где порядковый номер стоит не после формата .blend, а после названия файла untitled1.blend. В чем разница? Теперь самая последняя версия файла находится справа, а слева предыдущая версия файла. Можем еще раз Ctrl-Alt-Save. Ctrl-Alt-Save. И мы видим, да, что у нас продолжают появляться новые файлы под порядковыми номерами. И новые версии файлов, они появляются справа. Здесь вот предыдущая. А вот слева теперь самая первая версия сохраненного файла. И последний момент, который хотелось мне сегодня показать. Сохранить как? Shift-Ctrl-S. Shift-Ctrl-S. Опять же диалоговое окно. И что нам дает этот способ сохранения? Здесь мы можем регулировать порядковый номер замещающего, именно замещающего сохранения.
Можем сделать самую новую версию. Можем заменить какую-то предыдущую. Например, untitled 2.blend у нас уже есть. И мы хотим заменить его. По каким-либо причинам, которые, честно говоря, мне даже сейчас в голову не приходят. Ну, бывает всякое. Вот. И теперь у нас этот файл, он заменен новым сохранением. А такого, честно говоря, даже я не ожидал. Вот у нас появился untitled 2.blend 1. Вот это номер.